вы сейчас рассказали об утопии, Да. социализме, соответственно, третья часть философии. Да, ну социализм, так сказать, политическая экономия, ну практически я сказал про политическую экономию, поскольку Маркс, его часто до сих пор называют рикардианцем в политической экономии. И он действительно отталкивается от Рикардо, вот, и как бы продолжает, так сказать, но уточняет и очень серьезно. Вот. Но это особый вопрос, о котором я говорю часто, ну, в смысле в лекциях. Очень серьезно исправляет, так сказать, Рикардо в части трудовой теории стоимости. Вот. И, соответственно, у него по-другому выглядит немножко теория прибыли и прибавочной стоимости. Но что касается философии, дело в том, что, значит, что касается философии, то Маркс, как основоположник этого учения, в том числе и социализма и коммунизма, ну, социализм и коммунизм, кстати, это надо различать, вот, хотя часто это одно и то же называется этими разными словами. Вот. Но что касается философии, то здесь тоже свои предпосылки, истоки и так дальше, так сказать. Ведь Маркс учился в Берлинском университете. Вот. До того он, правда, в Бонне, в Боннском университете учился. Вот. Причем там, в Боннский университет, он поступил с намерением, так сказать, изучать юриспруденцию. И хотел, как его отец. Вот. Отца он почитал и любил. Отец был не человек, в общем-то, интересный и талантливый по-своему. Вот. И хотел тоже стать юристом, так сказать. И в Бонне он изучал юриспруденцию очень основательно. Вот. Но потом, как он даже в последнем письме отцу где-то написал, так сказать, решил пободаться с философией. Вот. На что отец, кстати, среагировал очень скептически. Вот. Что не стоило бы. Вот. Но отец, кстати, вскоре умер, и поэтому Маркс уже перешел в Берлинский университет, переехал в Берлинский университет, так сказать, и уже в Берлине, в Берлинском университете он изучал в основном философию, литературу, историю. Вот. Уже юриспруденция пошла как бы... Вот. Почему? Потому что он понял, во-первых, понял и то, что он потом скажет, что юриспруденция, так сказать, то есть, иначе говоря, право, вот, оно всегда выражает какой-то базис общественный, реальный, в том числе экономический. Вот. Все законодательство, так сказать, оно так или иначе служит этому базису. Вот. Ведь не случайно, как я студентам объясняю, так сказать, сейчас до сих пор все студенты-юристы всего мира изучают, так сказать, римское право. Почему римское право они изучают? Да потому что римское право – это наиболее развитая форма законодательства, вот, гражданского прежде всего. Почему? Потому что это римское право появилось, так сказать, на почве очень развитых уже денежных, имущественных и так дальше отношений. Вот. В поздней Римской империи, в особенности это хозяйство, было очень значительное. Вот, поэтому, соответственно, это требовало регулирования законодательного. То есть, опять-таки, кредит, там, продажа, покупка, наследство и прочее. То есть, имущественные отношения, прежде всего. Поэтому там, где появились развитые имущественные отношения, так сказать, появляется развитая форма права. Вот, причем такого. Вот. Поэтому самая развитая форма права, которая появилась в древности, которая существовала, так сказать, вплоть до появления в Европе, так сказать, уже буржуазных отношений и капитала, вот, это римское право. И на основе этого римского права практически законодательство всех европейских стран, так сказать, оно и строилось. В том числе кодекс Наполеона, который лег вообще в основу и до сих пор. Вот. Поэтому Маркс-то понял, так сказать, вот. Поэтому он определил право. Кстати, когда я говорю юристам, то все студентам, они вот они изучают и не знают, да?
опять-таки, я говорю, что такое право по Марксу? Вот. Я говорю, право по Марксу, так сказать, это воля господствующего класса, возведенная в закон. Вот. Ну, они бы это самое, для них это неожиданно, но они возразить ничего не могут. Почему? Потому что это совершенно очевидно, посмотрите, так сказать, и современное законодательство. Чью волю, чьи интересы оно выражает? Понятно, чью. Вот. Ну вот, поэтому Маркс, так сказать, и сделал этот поворот. Этот поворот не случайный, так сказать, что он решил, так сказать, именно изучать базис, а базис экономический. Вот. Имущественный, то есть и в том числе производственные отношения, то, что он назвал. Вот. Но к этому его подвела еще и гегелевская философия. Почему гегелевская философия? Дело в том, что Гегель, ну, во-первых, он понял... Еще конец? Давайте еще 3 минуты. Значит, Гегель понял, что, ну, во-первых, весь исторический процесс, ну, известный на то время, исторический процесс, как процесс смены форм общества. Вот. Правда, у него эти формы общества, у Гегеля, так сказать, меняются в зависимости от развития идеи свободы, как говорит Гегель. То есть, иначе говоря, сначала все были рабы, потом, значит, греко-римский мир знает, что некоторые свободны, а некоторые рабы. Вот. И только христианско-германский мир, как выражается Гегель, так сказать, дошел в сознании до того, что свободны все. Вот, свободны все. Ну вот, но здесь, значит, у Гегеля история останавливается. Вот. И, кстати, Фукуяма в своей работе «Конец истории», он же на Гегеля ссылается. Вот. История останавливается в плане дальше нет развития или в каком плане это понимаете? Это в таком плане, так сказать, что ни один адепт, скажем так, гражданского общества, он никогда вам не скажет, а что за этим. Вообще, будет ли какое-нибудь другое общество или не будет. Вот. Но получается, что не будет. Вот. Получается, что не будет. А если не будет, значит, конец истории. То есть, иначе говоря, прекращается фактически развитие. Может сказать, Гегель смирился с текущим положением дел на тот момент? Гегель примирился, вернее, и он рассматривал философию как бы орудие, инструмент примирения с действительностью. Вот. Он рассуждал так, что молодые люди, в особенности в молодости, все бунтуют, так сказать, и находят это общество там несправедливым и так дальше, так сказать, вот. А потом уже по мере зрелости приходит к тому, так сказать, что а лучше-то и нету. А что лучше? Лучше нету. Вот. Вот. И примиряются. Вот. Поэтому вот и эта философия, которая показывает, что это самое высшее и лучше быть не может, так сказать, практически примирение, так сказать, с концом истории. Маркса это не устроило. Значит, Тут еще вопрос. Германия, ситуация в Германии или в Англии, что он рассматривал? А действительность, с которой надо примириться, все-таки отличалась ситуация? Дело в том, что Маркс, значит, он в данном случае, так сказать, но это уже вот 40 в процессе работы, так сказать, в Рейнской газете. И в 43-м году, когда он начал писать, думал, что написать большую работу, вот, написал такое введение, которое называется «Критика гегелевской философии права». Вот. И он эту, значит, гегелевскую философию права, так сказать, как раз критикует за то, что она, эта философия права гегелевская, возводит в абсолют, значит, прусскую, королевскую и бюрократическую систему в абсолют.
Вот. Совершенно очевидно, что это была система, так сказать, именно вот в том числе и политического подавления и так дальше. Вот. И поэтому Маркс как демократ, так сказать, с этим примириться не мог, а он уже был демократ. Демократ, причем радикальный, революционный, даже демократ и так дальше. То есть демократ в том смысле сочувствия низам и так дальше. Вот. И отношение, так сказать, к этой системе. Вот. Поэтому он с этим примириться не мог, и, соответственно, с гегельской философией не смог примириться. Почему? Потому что Гегель, она в конечном счете оправдывает эту систему. Вот. Оправдывает тем, что другого быть не может. Не потому, что она замечательная, абсолютно такая вот вся замечательная, а просто лучше нету. Лучше нету. Вот. И когда человек понимает, что лучше нету, то тогда, значит, он должен примириться с этим. А как еще иначе? Потому что бунт бессмысленный. Кстати, и Гегель, это тоже интересно, ведь никто это, мало кто знает и понимает. Вот я уже как межую, да? Вот. Но дело в том, что ведь Гегель почти с самого начала, и в особенности в период и дружбы, и потом, значит, расставания с Шеллингом, он же критикует романтизм этот немецкий. Вот. Почему? Потому что ведь романтики они тоже понимали весь прозаизм и даже гнусность, так сказать, современной действительности. Вот. И считали, что это действительно враждебно всякой духовности там, и красоте, и так дальше, так сказать. Вот. Но они видели идеал в прошлом. Идеал в прошлом, вот, это Греция, Рим, вот, значит, этот самый архипелаг, значит, там и так дальше, вот, греческая культура и прочее, вот. И идеал природа и искусство. И вот они уходили в искусство, значит, в прошлое и так дальше. Но, ну, а к чему это могло привести? К созерцанию бесконечному. Нет, это вещь, так сказать, небезопасная в смысле, как бы сказать, индивидуальной вообще судьбы и состояния, так сказать, морального и даже психологического, то есть и психического. Вот. Дело в том, что, ну, например, Гёльдерлин, поэт, так сказать, который вот учился вместе с Гегелем и с Шеллингом, так сказать, поэт замечательный, которого очень любил Гегель, так сказать, он же свихнулся. Вот. То есть, иначе говоря, уход от этой действительности, а куда от нее уйдешь-то?